Понимаете, в чем дело? И вот это вот все пытаются замазывать. Но сегодня целый день вот эта покровская ситуация разворачивается таким щекотливым образом. Есть там такой солдат военный, в общем, ну, офицер, Ночной, который. Станислав Бунятов. Есть нардеп Безуглая, которая безумная. И они вот в унисон Совсем. подняли вот такую серьезную волну. Значит, смотрите, пока вот это там идет в Покровске, а там тоже скандал, да, тоже какой-то цирк, да, Рёбке говорит, захватили 85%. Сегодня говорит, нет, мы отбили центр Покровска. И вообще там Покровске не сплошняком карты зарисовывать А надо, 250 российских штурмовиков, да. а вот эти линиями такими, так Держат весь город. вот они, понимаете? И получается, ну, действительно, там до смешного доходит, и человек плюс-минус здраво, безэмоционально смотрящий на карту, он все это прекрасно понимает. Но вот эти две персоны, которых я упомянул выше, они сегодня разогнали очень серьезную волну, что поперли на Запорожье по Днепропетровской области. Это, в принципе, было ожидаемо, потому что последние дни там серьезная подготовка, кабы летят, там есть Шахтерск Днепропетровской области, там есть Павлоград, который сегодня тоже прилетело, и без света, без воды люди. В общем, туда, в ту сторону все рвануло. То есть рывок в ту сторону. И даже говорят, что это может быть главный удар, пока все завязли с этими Гурами, Будановыми и вот этими тяни-толкай в Покровске в городских боях, а тут тебе и оперативный простор, и есть где развернуться. Да, И, внимание, обходятся все линии обороны, которые там выкопаны, да, ну, да, да, сейчас. да, 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 То есть да. это очень перспективная история. Как вы думаете, фронт будет развиваться в этом направлении? И потому что, ну вот Ну, перед нашим эфиром сейчас, ну это опять-таки, Генштаб украинский вышел, говорит, нет, вот этих сел, которые там оккупированы, нет, в общем, атаки отражены, в общем, все неправда. ну, смотрите, был на самом деле мощный прорыв фронта, и фронт реально посыпался на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Реально посыпался. То есть прорваны все линии обороны и вышли на оперативный простор. Это просто видно по темпам продвижения и по ширине фронта. Поэтому проблема-то в чем? Что нет людей, нет людских резервов у Украины. Затыкать нечем. Соответственно, если снимаются части из других участков фронта ради решения каких-то политических задач в том же Купянске и Покровске, ну, не только политических, потому что на самом деле Купянск и Покровск, он с военной точки зрения, на мой взгляд, они имеют большое значение, поскольку вокруг них построены и от них расходятся мощные линии обороны. И вот если эти города, и вот, когда их берут, прорывают оборону, все эти линии бесполезны становятся. Но тем не менее, когда с остальных участков фронта снимаются лучшие подразделения, еще боеспособные, бросаются в котел, условно говоря, просто на убиение ради решения политических задач, как в Курске, да, в Курской области, то рано или поздно резервов, случается ситуация, когда резервов больше нет, мотивации у армии нет, мораль подорвана, техника уничтожена. Чем будем воевать? Дронами? Ну, русских дронов теперь несколько раз больше. И все. И фронт начинает просто тупо сыпаться в каком-то месте. Сначала в одном, потом в другом. В той же, например, Черниговской области, если я не ошибаюсь, там всего, наверное, 15 тысяч ВСУ. В Херсонской области тоже заградотряды тоже стоят. Всего лишь. Больше никого нет. Поэтому все, в общем-то, пришло, на мой взгляд, к своему логическому завершению. Теперь мы будем наблюдать, скажем так, развязку. Степан Геннадьевич, а зачем Зеленскому воевать до последнего? Вот все же говорят, что Не ему, не ему. Он здесь ни при чем вообще. Он шестерка. Просто шестерка. Еще раз, задача нанесения максимального урона России. Она озвучена, она известна. Но Зеленский в силу, скажем так, еще с Ермаком мы говорим, в силу специфической своей натуры, они все делают через одно, через задницу. Да?
Ну, например, зачем было Это вы на что намекаете? на военные действия? Да. Да? Что Курская авантюра? Ну, не достигли вы цели, уйдите. Нет, мы обменяем это на кусок чего-то, мы улучшим, усилим свои переговорные позиции. Фортеца Бахмут, фортеца Авдеевка, фортеца Покровск. Но нормальный человек, вот нормальный вот человек, да, который видит, что ресурсы ограничены, скажем так, людской потенциал практически исчерпан. Что он будет делать? Ну, он будет уменьшать линию соприкосновения. Правильно? Отступать. Отступать, делать ее Бежать, прямой. Степан Геннадьевич. Ну, отступать, скажем так, да, отступать, пытаясь сохранить армию хотя бы как-то, да, имеется в виду сохранить армию как боевой организм. Но он же этого не делает, он наоборот делает все, чтобы как можно быстрее уничтожить ВСУ. Вот и все. Поэтому политика, скажем так, войны до последнего украинца, она, я не думаю, что она сработает. Какие-то украинцы останутся, потому что все начинает трещать, уже пошло. Если не рванет на фронте, может рвануть в тылу. Значит, Степан Геннадьевич, Витков выходит с заявлениями, это вот прямо сейчас растиражировали. Значит, решение конфликта между Россией и Украиной – важный шаг, над которым будем работать. Много есть технических моментов. Будем работать после прекращения войны в Газе. А сегодня... Она прекратилась? А сегодня, значит, ну так после прекращения войны в Газе. Ну, значит, не скоро, поверь. А сегодня, говорит Витков, будет объявлено, новый участник появится соглашений Авраама. Интрига, Степан Геннадьевич, интрига. Это либо Азербайджан, либо Албания. Ну, жду. А может быть, кто-нибудь из среднеазиатских правителей нормализует отношения с Израилем, который никогда не портил. Нет, ну серьезно, звучит прям как-то замысловато. Это, знаете, попытки, у американцев есть хорошее такое выражение, put a lipstick on a pig, мазать свинью помадой. Ну, что такая страшная, ужасная, условно говоря, вот помадой помажем. Так и здесь. Ну, если все-таки пофантазировать, давайте, ну, навскидку. Кувейт, Ливия, Ирак, Оман, Саудовская Аравия. Ну, кто Я там? думаю, здесь должен быть кто-то, знаете, абсолютно никакой, которого там можно к ногтю вот так вот прижать, или уже давно прижат. Нужна какая-то повесточка, оживление движения. Я, честно говоря, вот эту всю эту фигню не отслеживаю, потому что давно эти соглашения похоронены. И никогда они снова не будут актуальны, потому что соглашения заключать будет не с кем. Но в данной ситуации я бы предположил, наверное, что Азербайджан. Могу ошибаться, вроде там какие-то разговоры шли, может быть, Азербайджан. Удастся, Хотя Азербайджан никогда с Израилем отношений не портил, вообще очень тесно сотрудничают. удастся ли, как вам кажется, американцам провернуть в Газе вот то, что они хотят протянуть через... Нет. Это абсолютно, еще раз, мертворожденная инициатива. Она была нужна, скажем так, был фильм «Спасение Даву Райана», тут «Спасение Биби Нетаньяху». Такая, ну, не то чтобы афера, а возвращение заложников. Заложников вернули, можно воевать снова. Степан Геннадьевич, сегодня Лукашенко сделал очень интересное заявление. Я бы даже, если бы оно прозвучало на годик так раньше, нет, не то, что даже воспользовался бы, нет, я имею в виду, я бы прям, признал бы, что игра красивая.
Он сегодня открывал в Беларуси мост через Припять и говорит: украинцы, украинчики, родненькие, приезжайте. Вы будете как у белорусы здесь, образование, все это, медицина. Давайте все к нам. Такое, вот насколько своевременно прозвучавшее заявление. С чем связано? Он не добавил, что теперь понтонные мосты наводить не надо, нет? Добавил, ладно. Ну, я думаю, связано с тем, что, скажем так, вот смотрите, что сейчас происходит, на мой взгляд. Чего пытается достичь Генштаб РФ, выводя, скажем так, инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру, в основном городов на Восточной Украине. Они пытаются перед зимой практически обесточить города, то есть превратить их в ледяные мешки. Для чего? Чтобы население ушло. Чтобы не мешало население, чтобы ВСУ за ними не пряталось, чтобы оно не мешало во время и окружения, и взять этих городов. Я думаю, конечно, брать их никто не будет, их будет просто окружать. В том числе и Киев, между прочим. Куда деваться украинцам с Восточной Украины? Тут выходит батька Лукашенко и говорит: мы вас тут все ждем, братаны. Немножко в фильтрационном лагере побудете, потом вас правильно образуем и вольетесь в нашу дружную семью народов союзного государства. Вот зачем, я думаю, это делается. На контрасте. Вас бусифицируют, электричества нет, тепла нет, работы нет, жрать нечего, а тут с просторными объятиями приходите. На контрасте, я думаю, все делается. И действительно, я думаю, что из Чернигова, из Харькова многие пойдут, как раз будут бежать в Беларусь, может быть, вполне возможно. Будут принимать поток беженцев. Это просто очень интересно, потому что... Смысл вот украинцам с Восточной Украины бежать на Запад. Там та же бусификация, все то же самое. Но еще западенцы к ним очень хорошо относятся. Так а не как бежать, все же перекрыто. Ну вот, они будут через границу. Что-то погранцов порешают всех те же белорусы. Проходите, ребята. Это все. Как вам видится, может ли это быть намеком на то, что будут договариваться, а не довоевывать? Смотрите, я все-таки повторюсь, что договоренности предусматривают, скажем так, сведение позиций двух сторон к какому-то единому знаменателю. Да? Вот прошло уже, наверное, больше 1,5 лет, когда Запад все время усиливал свои переговорные позиции и усиливался вот до данной ситуации. Я, честно говоря, не вижу, что бы могло сподвигнуть Кремль изменить свои требования, свои условия. Ну, потому что война проиграна Западом. Соответственно, если будут какие-то договоренности, то на условиях Кремля это значит для Запада безоговорочная капитуляция. Соответственно, Запад на это не пойдет ни при каких условиях. Европейцам не. Пока в Брюсселе сидит давнее поколение евробюрократов, пока британцы, скажем так, не получили грибов над Лондоном, они на это никогда не пойдут. Скажем так, в ближайшее время. Гардиан. Украине грозит вечная война, если ЕС не пересмотрит свою стратегию, считает экс-генсек НАТО Расмуссен. Действующий генсек НАТО Рютте сегодня, конечно, тоже перлы выдавал, говорил о том, что Путин собрал совещание, журналист спрашивает, так Путину хорошо за это платят, вот он и собирает свои совещания. Ну вот Расмуссен, что он имеет в виду под вот этим? Европейцы должны развернуть свои военные силы в Украине до заключения соглашения о прекращении огня.
Коалиция желающих превратилась в коалицию выжидающих. Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, рискуем оказаться в ситуации вечной войны. Значит, воздушный щит над Украиной предлагает Расмуссен. И разместить ее на территории, в общем, разместить на территории Украины европейские войска до достижения перемирия. То есть, условно, взять и завести европейские войска в Украину, не договариваясь с Путиным. Что это я с думаю, Расмуссеном? договорятся. Я думаю, что начинается новое введение нового дискурсика. Потому что еще, по-моему, больше 3 лет назад я говорил, что все закончится тем, что будет 3 оккупационные зоны. Российская, польская, венгерская. Я думаю, вот так вот понемножку начинают эту тему вбрасывать в, скажем так, европейское общественное мнение, чтобы потом, скажем, сказать, поскольку вся Украина не под Путиным, а тут 2 кусочка вступили в Евросоюз в составе Польши и Венгрии, то войну мы выиграли. Вполне возможно, что это, но рано или поздно все это закончится. Именно этим. Ну, это Медведев на 3 части, вот это. Ну, как он карты рисовал. Да, что-то он поздноватый стал рисовать, ладно. Не в духе был первые 2-3 года. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего голосования. Вопросов очень много, поэтому тут люди, давайте больше вопросов из чата, давайте. Значит, итого. Как вы оцениваете год с момента избрания Трампа? И вот такие результаты. 17% ничего не выполнил, и год прошел зря. 20% год. Пусть продолжает в том же духе. 22% отвратительно, позорище, в общем. И 41% зато весело, не скучно, так точно. Да, что первый, что четвертый ответ не идентичны практически. Да, в общем, приходят из, скажем, свежих новостей то, что там проблемы в США обнажились по безработице из-за шатдауна, массовые сокращения пошли, да, и, это такой, конечно, серьезный момент, который влияет на все, но все-таки вот я бы хотел еще один штрих, и перейдем к вопросам. Вот Витков, да, который говорит, что сначала газ, а потом Украина. Но к нему же, к Зеленскому, Витакер съездил. Многие оценивают, что не очень разговор пошел. А вот Витков сейчас говорит, там, давайте, сейчас будем заканчивать. Сам Трамп выходил, вот давеча утренний Трамп говорил о том, что, значит, Путин меня просил, мол, надо закончить эту войну, и я закончу. Я закончу, да. Осталось чуть-чуть. Я участник войны, да. Скажите, а есть сейчас понимание, у кого его больше, как ее закончить? Смотрите, война всегда заканчивается, когда одна из сторон признает поражение. Либо когда 2 стороны не могут дальше продолжать боевые действия, потому что приходит понимание, что продолжение боевых действий возможны. Плюсы минусы для экономики, для политической стабильности в странах начинают перевешивать возможные плюсы. Давайте посмотрим трезво на ситуацию. Россия выиграла, она уже выиграла войну. Воевали больше 3 лет, наконец-то дошли до точки, когда Украина начинает сыпаться. Так а в чем, смотрите, а в чем победа? Вот вы говорите, выиграла. В чем выигрыш? Победа здесь, опять же, понимаете... Что приобрела Россия? Потому что давайте так. Сейчас вот опять там, и там куча новостей сегодня с экономического блока, там вот опять налоговые ставки, вот это все, то есть все пытаются как-то поджаться, ужаться. Это, скажем так, на мой взгляд, не последствия войны, а реакция абсолютно безмозглого ЦБ, абсолютно безмозглого Минфина на последствия войны. Угу. Могло быть совершенно по-другому, но, скорее всего, это такая часть гибридной войны МИ-6 против России.
кроме Нет, ну, шуток. я имею в виду вообще, то есть, что приобрела? Ну, там, Азовское море, да, там. Сейчас вот эти, ну, это тоже ущерб и убытки, имеется в виду, там, в Костроме прилетело по химзаводу, заправки эти, станции переливные, вот эти Ну, нефтяные. по сравнению, скажем так, вот если смотреть с точки зрения, что ли, баланса, да, бухгалтерского, приобрела, еще приобретет огромную кучу разрушенных территорий. Не факт, что их будут сильно восстанавливать, но хотя бы даже тоже разминирование займет огромную кучу средств и времени, например. С другой стороны, приобрела и приобретет очень дорогие черноземы, а, различные месторождения, стоимость которых не совсем понятна, но якобы тот же Bloomberg оценивает как минимум 11 триллионов долларов, если вот так вот смотреть. Если смотреть, скажем так, поднявшись на один уровень выше, на мой взгляд, то вопрос-то в чем стоял? Этот вопрос дал ответ товарищ Путин во время пресс-конференции в Пекине, да, когда было празднование 80-летия, по-моему, Победы. Он сказал, что он ответил на вопрос, что после начала войны наши западные коллеги, улыбаясь, сказали мне, что теперь либо мы, либо ты. Ну, вот он приобрел победу. Ну, реально, НАТО, я думаю, что в Украине теперь не будет. Остаткам Украины придется таки объявить нейтралитет. Никакого ВСУ в каких-либо существенных количествах не будет. Одесса, Николаев, все это отойдет к России. Соответственно, никакого контроля тех же бритов либо американцев над Черным морем не будет. Поэтому, скажем так, геостратегические приобретения достаточно серьезный вопрос, как ими смогут кремлевские распорядиться. Но это вопрос лично Мгм. не открытый. Ну, это, кстати, тоже хороший вопрос, потому что, Но то, что смотрите, они есть, они есть, и очень значительно, и весьма значительно. Вопрос, что они с ними будут делать. да, потому что, смотрите, как, ну, мы тут принято так обсуждать, что вот, что будет с Украиной, когда закончится война, что здесь будет, кто останется, как будут справляться с вернувшимися с войны, что будет с собственностью, какие правила. Ну, так это все касается и России, то же самое. Особенно, да, вернувшихся с войны, да. То есть, А эта проблема только начинает проявляться. И понятно, что тот уровень дохода, который они имели, будучи на контракте, они нигде получить не смогут. Например, у людей совершенно уже другое представление о добре, зле, как нужно решать проблемы, вопросы. И вот они возвращаются в мирную жизнь, которую они, скажем так, не то чтобы забыли, а выкинули из головы, у них что-то другое, все по-другому. Люди, которые, насколько я понимаю из разговоров, ну, уже умерли, они говорят. А что, мы уже умерли, второй раз не умирает. Так они себе будут вести на гражданке, не будут сталкиваться со многими прелестями, скажем так, и правоохранительной системы, и многонационального государства. Это будут серьезные проблемы. Но они будут потом. О них никто, я думаю, даже не думает. да, друзья, переходим к вашим вопросам. Поехали сначала вопросы из закрытого клуба зрителей. Значит, вот такого характера. Значит, передайте Степану Геннадьевичу, что он классный. Это от Анны. Спасибо, Анна. Сергей, Спасибо. вопрос. Степан Геннадьевич, на ваш взгляд, насколько работает схема финансирования Украины? Деньги, условно, Западом входят в Украину. Оператор Зеленский проводит транзакции, выводит на правильные счета уважаемым людям в крипте и обратно. А при этом, конечно, остается что-то на войну. Все довольны, западные лоббисты обналичивают доллары, условно Зеленский как оператор получает свою гривна-евро. То, так оно и работает.
Но Ну, это самая большая прачечная Запада Украины. Плюс, по большому счету, это такая темно-серая зона торговли органами, торговли людьми, всем чем угодно. Ну, что-то вроде Косово, там, где находится крупнейшая американская военная база. так, значит, сообщество YouTube. Лина Востроилова, вопрос. Следующая встреча Трампа с Путиным будет в Москве? Ну, я думаю, если она будет, она должна быть где-то вроде Магадана. Ну, симметрично. Аляска, Магадан. Еду в Магадан. Спасибо, уж лучше вы к нам. Здравствуйте, у меня вопрос Степану Геннадьевичу. Занимался ли он когда-нибудь медитацией? Если да, то получил ли он какую-то от этого пользу? Ну, занимался, занимаюсь. Если вы умеете медитировать, польза огромная. Просто голову очищаете от всего от того, что в ней лежит и не нужно. И бесполезно. И мешается под ногами. Виталий, добрый вечер. Александр Степан Геннадьевич, вопрос. У плохого стартапа есть два стопроцентных маркера. Сорение деньгами при открытии, пиар, корпоративы, приглашенные звезды. И то же самое перед банкротством. Сейчас офис опять стал разбрасываться деньгами и приглашать голливудских бабушек, но ожидаемыми в таких условиях выборами не пахнет. Это что же получается? Стартап Зеленского все, кино не будет? Заранее спасибо за ответ. Ну да, скорее всего. Ребята свою функцию выполнили, теперь их в расход. Петр, Степан Геннадьевич, все говорят, что Джоли приезжает за бабки. Тогда что стоит в Москве заказать эту птицу, скажем, в Мариуполь? Примчиться? Ну, раз деньги-то. Ну, а зачем? Зачем деньги тратить? Значительно дешевле можно кого-нибудь другого купить. Чечерину какую-нибудь отправить, да? Ну да, что ли такое там. Этот Сигал смотается. Анна, Степан Геннадьевич, Нью-Йорку пришел полный мамдец. Ну, я повторюсь, то, что говорил вначале, повторюсь. Я думаю, что если будет выполнен хотя бы часть плана по поднятию налогов на богатых, а это придется делать, потому что сейчас будет страшная битва между администрацией Трампа и Нью-Йорком, будет резаться вся федеральная помощь, соответственно, в бюджете будет огромная дыра, значит, эту дыру нужно будет чем-то затыкать. Либо они будут выходить очень резко на рынок заимствований, но там для них будет высокая ставка. Но я думаю, они это тоже будут делать, но в основном они будут поднимать налоги на богатых, так называемые. Налоги на недвижимость, налоги на прибыль, налоги на доходы. Соответственно, люди будут продавать недвижимость, выезжать из Нью-Йорка, корпорации будут переносить свои офисы из Нью-Йорка, прописку, условно говоря. Это все многие города США проходили с демократами. Еще раз повторюсь, это и Детройт, это и Вашингтон, Д.С., это Балтимор, это Чикаго, это Сан-Франциско, это Лос-Анджелес. Много есть примеров. Всегда все заканчивается одним и тем же. Центр города и вообще вот все, что считалось городом, он превращался в одно большое гетто. Следующий вопрос. Слышала, что Степан Геннадьевич ошибается с прогнозами на квартал. Тогда можете сказать, Иногда на два. тогда можете сказать, когда приблизительно с этим лагом у этих 3 месяцев вылетит Трамп из Белого дома? Я не думаю, что он вылетит из Белого дома, потому что, по большому счету, он всем удобен. Он настолько туп, что им можно легко манипулировать, соответственно, все потом вешать на него. Как на Байдена. Все повесили на Байдена. Он же автопен использовал и тому подобное. Есть несколько кадров, которые я, честно говоря, не знаю, как попали в сеть, когда во время
съемок телеканалами, по-моему, ABC, CNN. Байден сидит, подписывает кучу указов. Рядом стоит Камала Харрис. Он ее так смотрит и спрашивает, а что это такое? Она ему говорит, не волнуйся, просто подписывай. Ну, с Трампом приходится волноваться чуть больше, но поскольку его достаточно легко, судя по всему, переубедить, поскольку у него внимания хватает на несколько минут, и когнитивные способности не позволяют ему запоминать большие объемы информации, на него можно потом все свалить. Извините, я тут, конечно, увидел новости. Мы в прямом эфире, просто это такая первая реакция. Значит, США и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области редкоземов. Церемонию подписал... Церемонию возглавил президент Токаев, а завтра он встретится с Трампом. Вот так. В общем, да? Редкоземы Казахстана. Ну, я не знаю, пока не подтвержденная информация, как вы выражаетесь, или хуцпа, или нет, но израильские ресурсы сообщают, что новым участником соглашения Авраама станет барабанная дробь Казахстан. А он-то здесь при чем? Ну, вот так сообщают. Слушайте, я вот это вот слежу за этой темой. О, вот, сейчас Трамп засунул свое жало в Среднюю Азию. Вот сейчас Россия тебе. Ах, тебе там подбрюшье твое. Вот это сейчас как жахнут. Но мы смотрим за, как это, за решениями, за делами, за действиями. Редкоземы Казахстана. Вау. Да? Причем не унижая там Казахстан и все остальное. Там, да? Ну, попробуйте подобывать в Казахстане редкоземы. Да проблема-то не в добыче, проблема в обогащении и переработке. А здесь Китай контролирует 90 с лишним процентов. И это занимает несколько лет, на самом деле, наладить обогащение и переработку. И это очень дорогое, на самом деле, удовольствие. И очень, скажем так, недружелюбное по отношению к окружающей среде. Ну, в случае Казахстана, я думаю, вторая проблема значения не имеет, но это энергоемкое, капиталоемкое производство. А в Казахстане серьезные проблемы с чем? С энергетикой. Да, значит, ну, вообще, конечно, это очень интересно. Да, это Казахстан. даже можно. Да. Казахстан присоединяется. С таким успехом Албанию могли присоединить. Она как раз со всеми замирилась, воевать перестала. Добрый вечер, Александр Степан Геннадьевич. Такой вопрос. Анджелина Джоли пересекла границу, практически чуть ли не инкогнито, посетила детей жителей Херсона, но при этом не посетила и не поехала на поклон святой иконе борьбы за демократию и свободу. Да и вообще, проигнорировала небожителей Банковой. Но так это больше похоже не на курьез и приключения Лары Крофт в Украине, а на серьезные тревожные звоночки. Как вы считаете? Мне это настолько, дамочка, монопенисуальная ее миссия, что не надо меня об этом лучше спрашивать. Понимаете ли, человек, который вырезает себе грудь, потому что возможен рак молочной железы, ну, он с головой явно не дружит. Причем очень сильно. Ну, что от него хотите? Ну, так вот, если подумать, да? Нет, Рак тут... есть, нет, но он возможен. Ну, отрежь себе голову, потому что бывает еще рак мозга. Понимаете, тут такой момент. Тут, если условно, гипотетически, это не Банковая ее проплатила, то значит кто-то другой. Вы слушайте, вы ищете в этой куче дерьма алмазы. Нет, надо искать в другом месте. Ну, приехала, ну, уехала, ну, дали вам это самое, какую-то тему пообсуждать. Ну, давайте без меня. Давайте. Степан, относитесь ли вы серьезно ко Дню народного единства в России? Какие вообще праздничные дни вы воспринимаете всерьез? Всерьез? Ой, не буду говорить. Чего? Статьи, УК. Не, праздники у вас, праздники какие Да, как вы? я серьезно воспринимаю. Статьи УК сразу пойдут, нафиг не буду говорить. Новый Я, год, честно, не понимаю, что это за праздник, поэтому. 8 Еще марта. замечательный праздник
как же называется, не день Конституции, а день освобождения от чего-то. Я же никогда не мог понять, от чего. Давайте следующий вопрос. Ну, сегодня день освобождения Киева, 6 ноября. Не успели. Ну Да, ладно. от Следующий немецко-фашистских году. захватчиков. Добрый вечер. Революция 17 года была профинансирована американцем Шифом. В конце 29 года в СССР разруха, промышленности нет, торговать с капиталистами, классовыми врагами коммунистов нечем. Чем объяснить, что классовые же враги в 30-х очень активно участвовали в индустриализации? Я, например, знаю, что строительство Уралвагонзавода проводилось по проектам американцев, американскими инженерами, также ГАЗ, ЗИЛ и так далее. Нам говорят пропагандисты СССР 2.0. Фурсов, Спицын, что Ленин получил деньги на революцию от немцев, а потом их кинул. Неужели американцев кинули? А как же принцип «защищайте свои инвестиции» или здесь что-то другое? Каково ваше мнение на этот счет? Ну, тема вообще на самом деле темная, но если вы посмотрите на фотографии товарища Бронштейна, Троцкого, он всегда был одет в такой интересный френч. Этот френч – морпеховская форма. Американские морпехи катались очень долго по Транссибу, например. Да? Россия была оккупирована, очень значительная часть России были просто оккупированы и британцами, и американцами, и японцами, например. Что касается Ленина, там, ну, революция на самом деле проплачивалась действительно шифами. Бронштейн был кем-то, приходился кем-то из родственников. Он был смотрящим с баблом, с освоением бабла. Ленин тоже такая интересная фигура, возникшая ниоткуда, не ушедшая в никуда, мавзолей. Есть подозрение, что в мавзолее лежит то ли Лейкин, то ли еще кто-то, короче, революционер из Чикаго. Подозрение легко было бы, конечно, развеять, поскольку у него до сих пор, по-моему, жив родственник, федеральный судья во Флориде. Ну, как кто этим будет заниматься? Я говорю о том, что мы даже столетнюю историю не знаем. А индустриализацию что? Индустриализацию делал, в частности, папаша Форд. Делали конструкторские бюро и архитектурное бюро, поэтому все советские заводы как под копирку. Особенно это видно в Волгограде и в Москве. Откуда брали золото? Ну, добывали частично царский золотой запас. Как вывели часть золотого запаса царского? Ну, была такая известная сделочка с паровозами, которые так и не поставили, а золото вывели полную предоплату. Там много чего было интересного. Вот такой еще интересный вопрос от Василия. Приветствую вас, защитник и победитель. Джованни Пиранези, медные пластины, запечатлевшие катастрофу древней цивилизации. Почему Ватикан все эти пластины изъял? И что они скрывают, Степан Геннадьевич? Они много чего скрывают, скажем так. О чем это? Просто многие не в теме. Ну, есть много, скажем так, артефактов, а также образцов техники. Тот же автомобиль, как же он назывался-то? Автомобили есть, которые работают просто на воде. Есть автомобиль Тесла, который работал на эфирном электричестве. В Ватикане есть большой музей. Ну, закрытый. Открыта малая часть. Там много чего стоит. И много каких интересных артефактов. В том числе кто-то слил тему. Есть такой канал ютубовский «История Пи». Ой, не «История Пи», да. Председатель СНТ. «История Пи», он как-то уже, по-моему, да. Председатель СНТ. Вот ему кто-то слил тему про иезуитов, про общество Христа. И откуда и когда у нас на картинках появился Иисус Христос. Там есть подтверждающие документы в музее Ватикана. Хранились. Там много чего есть. А Так. зачем скрывает? Ну, слушайте, вот элементарная вещь. Есть старые карты. Как старые карты. Там сейчас буду вспоминать.
до 1600, по-моему, 50-го года, когда ты интересовался тем. Подлинность которых никто не оспаривает. На этих картах пролива Дрейка нет. Это пролив, который разъединяет Антарктиду и Южную Америку. А потом он появляется. А на Google Maps, например, очень хорошо видно, что форма дна в этом месте такая, как будто вот что-то большое тяжелое ударилось вскользь. Материк сдвинул его часть и куда-то улетел. Это, знаете, если вы берете камешек, скажем, бросаете вот его плоский камень вот так вот в песок, он оставляет весьма характерный след. Подлинность карт никто не оспаривает. Значит, пролива Дрейка до этого времени не было. Я уже не говорю о том, что там все очертания Антарктиды совершенно четко прорисованы. Есть карты трехмерные того же Урала. Трехмерные. Сделанные, скажем так, по непонятной технологии, которые хранятся в МГУ, найденные на Урале. Такие карты можно сделать только высотной аэрофотосъемкой. С помощью высотной аэрофотосъемки. Много еще. Лучше этого нам не знать. Да? Вот мы живем и хорошо живем. Так, переходим в чат трансляции. Вопрос. Война была неизбежна или ее можно было избежать? Спасибо за ответ. Владимир. По большому счету ее избежать было невозможно, потому что война была неотъемлемой частью операции по смене режима в России. Она была неизбежна. Ну, в общем, я тут гадаю по поводу... Так и не переключилась у меня на Ютубе, чтобы нормальное имя, фамилия была, поэтому вот я называть буду вас просто пользователь, да, там, где непонятно через собачку, что там за ник. Поэтому пользователь спрашивает, поговаривали, что Степан Геннадьевич ушел с РБК из-за Жанны Немцовой. Почему не вернулся после ее ухода? Нет, почему мне Жанна Немцова? Нет. Я ушел, меня выгнали оттуда из-за Даны Борисовой. Потому что она особым, скажем так, умом не отличалась. Путала NBA с НХЛ. А Коробьянц меня все время в эфире раздражал безумно. Я просил руководство его убрать, поскольку я устал от ЦРК. Ну, руководство считало, что это замечательное шоу. И я сделал предложение в эфире в прямом, пытаясь избавиться от Коробьянца. Предложение было такого характера, что давайте каждую неделю все ведущие программы рынка будут делать ребалансировки в своем портфеле, и по результатам квартала, у кого самый плохой результат, будет отправляться в утренний эфир к Жанне Борисовой на целый квартал. Потому что я был уверен, что Коробьянцев будет самый плохой результат, судя по его прогнозам по нефти. После этого в прямой эфир позвонил Любимов, сказал, какая я сволочь. И после эфира, там, через час меня уволили. Я просто не знал, что в это время она была любовницей Любимого. Вот и все. А если бы знал, я сделал то же самое. Так, значит, вопрос Димуре. Пару слов о внутреннем госдолге России можно? Чего нам ждать? Ну, скажем так, вы имеете в виду госдолг, номинированный в рублях. Ну, он занимает относительно небольшую, на самом деле, долю ВВП, по-моему, меньше 30%, если не ошибаюсь. Но якобы в результате усердной работы Набиуллиной его обслуживание, по-моему, превысило 10 или даже 15% от бюджета правительства. Если вы интересуетесь, превратятся ли ОФЗ в ГКО, то, скажем, я бы так сказал, что в 2026 году не превратятся. Можете по этому поводу не переживать. Значит, вот такой вопрос. Почему не убирают Набиуллину, как, по-вашему, изменить кредитно-денежную ситуацию в России? Игорь интересуется. Я не знаю, согласно слухам, после
Может, она тоже чья-то любовница? После начала... Ой, ну, хотя на вкус и цвет, сами понимаете. Лично мне столько уже не выпить, и я не пью 13 лет. А, Если верить слухам, то после начала войны она собиралась покинуть систему. Но ей намекнули, что из этой системы не уходит, а если ей нравится судьба поэта, ей можно эту судьбу устроить. Голос поэт из медикального развития. Но опять же, это слухи, я свечку не держал. А почему не увольняют? Ну, потому что совсем недавно, вот, например, товарищ Путин, он выразил поддержку политике Набиуллиной. В стране все стабильно, все хорошо, экономика плавно охлаждается, выходит в состояние перегрева, поэтому что и увольняют. Мгм. Он, судя по заявлениям Путина, по его действиям, его безусловной поддержкой, проверенный кадр, в конце концов, лучший центробанкир современности. Значит, нападет ли НАТО на Калининград, интересуется пользователь. Я думаю, прежде чем нападать, они попытаются устроить блокаду, замутить что-нибудь с Балтийским морем. А если ответ будет такой же, как обычно, со стороны кремлевских, а именно никакого там грозного нахмуривания бровей, выражения озабоченности, на этом все закончится, то, наверное, после этого можно сдать какие-то инциденты с Калининградом. Сергей, почему Россия ушла от коммунизма в капитализм, а США медленно, но верно отказывается от капитализма в пользу коммунизма? Демпартия США все больше походит на троцкистскую коммунистическую? Ну, коммунизма никогда в России не было, да, у нас даже развитой социализм построить не успели, не сложилось. А США, ну, это на самом деле происходит не только в США, но и в Европе. А, Двумя словами, жиру бесится. Надо просто понимать, что все эти левацкие штучки, они заканчиваются, когда заканчиваются чужие деньги. Вот в Германии, например, во Франции и в Великобритании чужие деньги закончились. Что начинает происходить? Пытаются резать все эти левацкие штучки. Соцобеспечение там и все на свете. Красивую жизнь пролетариата пытаются как-то ограничить. Вот и все. Поэтому Алжир бесится. Влад, Степан, связана ли текущая коррекция на рынках с тем, что банкиры выходят из риска после заявлений главы ФРС о сворачивании политики количественного уничтожения? Конец ли плечевому... Ужесточению. Конец ли это плечевому безумию? Я, честно говоря, не понимаю связи между событиями. Конец безумию плечевому приходит, когда заканчиваются деньги в вашем кармане для маженков. Это никак не связано с ужесточением политики, либо смягчением. Если уж так рассуждать, то если мы переходим от ужесточения, вернее, ФРС переходит от ужесточения к смягчению, то значит денег будет больше халявно. А если рассуждать, как вы пытаетесь рассуждать, это нужно уже приплетать аргумент о том, что инвесторы что-то понимают, а рынки дисконтируют. Ну, я вас хочу огорчить, если вы посмотрите на исторические данные по настроению инвесторов и по верхам и низам рынков, то вы сами поймете, глядя на эту картинку, что рынки никогда ничего не дисконтируют. Ну, Сейчас современная макроэкономическая теория – это все туфта. Примерно что-то вот такие тенденции с крипторынком произошли. Да, вот эти те, которые торгуют с плечами, ну, то есть... С сотым плечом крипту торговать. Это надо иметь такие колодцы. Нет, ну вы же понимаете, что и всех быстренько, так сказать, и почистили, и биткоин по 100. Да. Хотя вроде как никто особо этого не ожидал. Да и Трамп, Трамп себя смирно ведет. С Китаем там договаривается. Все, нет каких-то там моментов. Понимаете, криптоидная, ведь крипта падает одновременно с S&P.
ликвидности на всех рынках. Сейчас, судя по всему, она начинает уходить. Значит, так. Ну, тут уточняют, что приезд финансировал фонд Legacy of War Foundation этой Джалишки. Анжелы. Вот А, реально настолько монопенисуально вообще. Здравствуйте, Дима. Людям что делать нечего, все чушь читают. Я не знаю. Так, ну, подождите, что рассказывают, то и читают. Вы тоже как-то так, давайте более снисходительнее к Читайте людям. энциклопию, поумнеете. Да, не читайте советских газет перед... Да. Дима, вопрос Димуре. Здравствуйте. Говорили, что будет война с Ираном. Что пошло не так? Или в итоге будет? Будет. Пошло не так. Да много для еврейцев сейчас пошло не так. В основном они вдруг осознали, вернее, разведка им донесла, насколько мне известно, что, во-первых, после определенных мероприятий внутри Ирана из пятой колонны в Иране остались только типажи вроде там, я не знаю, Навального, Ходорковского, Яшина и тому подобное. Абсолютно бесполезные для дела революции товарищи. И второе, планировалось вторжение в Иран со стороны Ирака. Это иракские курды. И со стороны Азербайджана, и со стороны этого самого Афганистана. Так вот, и египтяне, и иракские курды, они вдруг отказались подписываться на это дело ни за какие деньги. Не захотели этим заниматься. Поэтому два вот этих фактора, которые использовались во время первой попытки смены режима, их теперь их нет. Ну, разумеется, еврейцы очень сильно гребли от Ирана. И войну, вернее, боевые действия заканчивали по просьбе еврейцев и Трампа. Ну, война будет по-любому, потому что Иран – это угроза вообще гегемонии США в этом районе, потому что он гегемонит там с помощью ЧВК Израиль. Это первое. США, условно говоря, Британской империи, нужно контролировать не только нефть, но и логистику в этом регионе. А через Иран туда заходит, между прочим, Китай очень мощно. Шелковый путь китайский. Иран является его неотъемлемой частью. Это первое. И второе. Через Иран, возможно, все китайские, в том числе и российские товары, вообще экспортировать, минуя и Суэц, и Босфор, все на свете. Я имею в виду южное полушарие. Поэтому, на самом деле, серьезный вопрос с точки зрения гегемонии не только в этом регионе, но и в мире для остатков Британской империи в лице США. Так, Пытаться решать. Степан Геннадьевич, спрашивают вас, что вы думаете о пузыре ИИ, искусственного интеллекта? О, это круто. Сапрайм отдыхает, на мой взгляд. Ну, инвестиции в ИИ, например, сейчас по разным оценкам обеспечивают от 0,7 до 0,9% роста американской экономики. То есть тот рост ВВП, который мы видим реальный в США, он практически обеспечен инвестициями в ИИ. Никакого выхлопа от ИИ нет пока. Уж сколько о нем говорят, сколько лет. Никакого практического выхлопа нет. Ну, денежки нет, денежный поток. Более того, по последним исследованиям, порядка 80 компаний, которые пытались использовать ИИ, понесли убытки на этом деле. Если взять, скажем, все эти дейта-центры, то инсайдеры говорят, что они обесцениваются, практически амортизируются в течение 3-4 лет. Во-первых, из-за морального устаревания оборудования и из-за просто износа оборудования, потому что огромное количество тепла выделяется и тому подобное. Так вот, чтобы окупить все это дело в течение 3 лет,
прибыль этих big data центров должна быть в районе, если не ошибаюсь, 300 миллиардов долларов в год прибыль. Сейчас она до 20 не дотягивает. Нет никаких предпосылок, чтобы она куда-то ушла. Она куда-то выросла. Причем эти оценки не включают в себя стоимость генерирующих мощностей, которые необходимо построить. Поэтому это один большой пузырь. Их было десятки, которые схлопнется, если не начали уже схлопнуться. Женя спрашивает, Лондон обвел вокруг пальца Германию с санкциями против России и вообще весь этот конфликт с Украиной разыграли против Германии тоже? Да, этот конфликт разыграли против Европы, потому что одной из задач этого конфликта был не только смена режима в России, но и, скажем так, уничтожение Евросоюза как вообще какого-либо возможного конкурента. Полное подчинение Евросоюза, то есть Европы, Британии и США. Для чего? Ну, чтобы потом единым фронтом идти воевать с Китаем. Будь то экономически, политически или даже военной сферы. Одну задачу решили, вторую, я имею в виду, с Россией не решили, а в Европе решили. Значит, дядя Степа в какой стране будет спокойнее всего в ближайшие 20 лет? Благодарю за ответ. За 20 лет не скажу, но я думаю, что если взять повесточку 20-30, то есть нам осталось 5 лет. Вот до 30-го года, я думаю, спокойнее все будет в России. И поэтому здесь нахожусь. Причин несколько. Своя энергетика, своя еда и вертикаль власти, которая, мягко выражаясь, на примере Чумки показала свою недееспособность в этих В 2014 году, когда ЕС отказались вводить санкции против России, через 3 дня был сбит Боинг. Какую провокацию или действие сподвигнет ЕС немедленно ввести войска в Украину? Слушайте, если бы они могли и хотели, они бы уже ввели. Они бы уже бесполезную зону бы устроили до обороны. Если бы могли. Ну, будет дембельский аккорд. Вот в этом я уверен, что у Ермака и Наркета будет дембельский аккорд. Вы что-то слышали о ЯРТ, ядерной релятивистской технологии, о котором часто говорит известный ядерщик Острецов? Если он имеет в виду ториевые реакторы, то все они говорят, китайцы уже 2 выгрузки сделали. Если он говорит об обратном ускорителе на обратной волне, ну, они есть, работают. Только все его сказки про этот ускоритель на самолете – это сказки. Да, друзья, всем большое спасибо. Значит, всем большое спасибо. Как относитесь к тому, что Майкл Бьюри стал шортить Palantir и Nvidia? На своем языке попытался с вами поговорить пользователь. Как ему сказать? Ну, главное, в этот раз ему этот шорт главное вовремя закрыть, а потом перезайти чуть выше на базу. Ну, так, в принципе, и жизнь делается. Видите, как. Так капиталы и сколачиваются. Степан Демуров был моим собеседником сегодня. Друзья, важное объявление, пока вот у нас 24 с лишним тысячи. Перейдите в описании к этому видео и, в общем, ознакомьтесь, так сказать, с тем, что предлагает Степан Геннадьевич. Для вас, значит, 12 ноября в 19:30 будет борьба вашингтонских башен и ее последствия, экономика, доллар, нефть, биткоин. На все вопросы будет отвечать Степан Геннадьевич. И ссылки, как это можно будет посмотреть. Поэтому милости, прошу к Степану Геннадьевичу Шалашу. Спасибо большое за время мысли. Заходите на огонек в нашу газовую камеру. Ну, я более оптимистично попрощаюсь. Добра и света.
дать.